На протяжении многих десятилетий тайны острова Пасхи занимают людские умы, будоража воображение искателей приключений, историков, археологов и любителей древней истории. Эти загадки, окруженные мифами и легендами, привлекают внимание не только ученых, но и простых людей, которые мечтают разгадать тайны древних цивилизаций. Но на нашей планете существует тысячи подобных островов, на которых тоже можно найти загадки и интересные факты. Однако чем же привлекает именно этот клочок вулканической почвы, затерянный в бескрайних водах Тихого океана, и почему он стал столь культовым местом для изучения? Загадка кроется не в самом острове, а в огромных каменных фигурах, расставленных по его поверхности. Эти загадочные сооружения вдохновляют на изучение культурных и исторических аспектов, оставляемых древними цивилизациями. Кто же создал эти знаменитые изваяния мления и какого рода трудности предстояло преодолеть их создателям? Служили ли они конкретной цели и какую именно? Почему их создатели решили оставить за собой такие величественные произведения искусства? Эти вопросы до сих пор мучают умы исследователей, и похоже, что ученые наконец-то подходят к разгадке этого многовекового тайного вопроса. Наша работа и видео помогут вам удовлетворить ваше любопытство и узнать всю правду о монументах острова Пасхи. Мы стараемся делать все возможное, чтобы сделать вашу жизнь ярче и полнее, наполняя ее интересными и познавательными открытиями, чтобы вы могли расширить свои знания об окружающем мире. Что мы знаем о самом острове? Рапа-Нуи, так называют остров Пасхи, его исконные обитатели, представляющие собой одну из культур, которые оставили значимый след в истории человечества и всего мира. Этот остров умело вписан в карту современного мира и находит свое место в изучении. Это территория Чили, которая расположена в южной части Тихого океана, в окружении множества других островов и архипелагов, что создает особую экосистему. И эта точка на карте настолько далека от цивилизации, что может смело считаться одной из самых уединенных и изолированных точек на нашем огромном земном шаре, что делает ее особенным объектом исследования. Ближайшую населенную территорию, острова Питкерн, отделяют от острова Пасхи целых 1931 километр, что предоставляет ему уникальную изоляцию. Что касается побережья Чили, то оно находится даже в 3701 километре к западу от острова, что продемонстрировало его удаленность от больших цивилизаций. Единственный транспорт, способный доставить вас на этот загадочный остров, это самолет, что делает путешествие на него некоторой приключенческой задачей. Чтобы добраться до острова Пасхи, вам потребуется совершить 5-часовой перелет из столицы страны – Сантьяго, Чили. Площадь этого уникального острова составляет всего 163 квадратных километра, однако он полон удивительных открытий и таинственных памятников, которые дошли до наших дней. Удивительно, но этот крошечный участок суши – дом для 887 гигантских изваяний, которые представляют собой значимые артефакты богатой и колоритной древней культуры. Вот несколько малоизвестных фактов об этих статуях и их интересной истории. Каменные головы, символизирующие жизнь и культуру местного народа, называются муаи. Их начали вырезать из камня в период между XIII и XV веками, что свидетельствует о развитой художественной и строительной культуре, о которой мир до сих пор знает слишком мало. Статуи Рапа-Нуи легко узнаваемы благодаря своим характерным лицам, способным произвести сильное впечатление на любого наблюдателя. У них длинные носы, широкие подбородки, прямоугольные уши, густые брови
и глубоко посаженные глаза, что делает их уникальными среди других статуй мира. Любопытно, что отверстия ноздрей по форме напоминают рыболовные крючки, что подчеркивает взаимосвязь с морем и рыболовством, которое традиционно было важным занятием для жителей острова. Сначала люди думали, что изваяния состоят только из голов, но, как оказалось, эти головы присоединены к полноценным телам, которые скрыты под землей, что дополнительно добавляет глубины их пониманию. Это выяснилось во время раскопок, проведенных в мае 2012 года, открывших новые горизонты в изучении этих артефактов. На самом деле статуи очень высокие. Самая крупная из них достигает 10 метров в высоту и весит около 90 тонн, но это еще не рекорд. В результате раскопок была обнаружена еще одна статуя, раскопанная на острове, которая оказалась неполной. Однако по расчетам ученых она должна была достигать внушительных 21 метра в высоту и весить около 297 тонн, что вновь подчеркивает масштаб и величие произведений искусства, созданных древним народом. Тем не менее, головы статуи, видимые над землей, составляют всего 3/8 от их общей высоты, что поражает воображение даже самых опытных исследователей. Что касается рук, то они вырезаны прижатыми к телу в различных положениях, что показывает разнообразие стилей и поз, характерных для культуры Рапа-Нуи. 834 из 887 статуй были изготовлены из туфа. По сути, это спрессованный вулканический пепел, что делает их не только уникальными, но и легкими в обработке, в то время как другие материалы требуют гораздо большего труда. Что интересно, все статуи, кроме одной группы, обращены лицом к центру острова и спиной к океану, что создает интересную композицию. Возможной причиной этому было убеждение, что статуи защищают людей и их дома, поэтому почти у всех моаи глаза направлены туда, где жили их создатели, и это можно считать определенной символикой их культуры. Единственные статуи, которые повернуты к океану, находятся в Ахуакиве, священном месте народа Рапа-Нуи, где, по преданиям, проходили важные ритуалы и события, касающиеся их общины. На острове есть одна уникальная статуя. Это единственная из каменных фигур, которая стоит на коленях. Ее называют Тукутури, и она выделяется среди своих соседей благодаря своей необычной позе. Ученые считают, что статуя изображает древнего певца, что делает ее особенной в культурном контексте Рапа-Нуи. Ее поза напоминает те, которые принимают аборигены во время фестиваля Руи, что еще раз подчеркивает богатство культурных традиций народа и их связь с музыкальным искусством. Голова статуи довольно высоко запрокинута, и можно даже разглядеть бороду, что придает ей непривычный и поразительный вид. По сравнению с остальными фигурами, у Тукутури гораздо более естественные человеческие черты, что позволяет предположить, что ее создатели стремились отобразить душу персонажа. Этот артефакт отличает от остальных не только небольшой размер, но и материал, из которого он сделан. Красная пемза пунапао, что также делает его уникальным в литературе по археологии и антропологии. Все это уже интригует, не правда ли? Тем не менее, самое интересное и загадочное еще впереди. Людям не дает покоя вопрос, как удалось рассеять эти супертяжелые статуи по всему острову, и какие технологии использовались для их перемещения, есть ли очевидные ответы на эту головоломку. Что еще более странно, когда первые европейцы высадились на берег в 1722 году, они обнаружили лишь небольшую общину от 1,5 до 3 тысяч человек. Как соотнести это с обилием изваяний на острове, которые могли потребовать значительное количество ресурсов и рабочей силы на их создание?
Разумеется, существует множество теорий, основанных на предположениях о том, как передвигали артефакты. Одна из самых популярных гласит, что статуи были сделаны пришельцами. Но даже если вы тоже придерживаетесь этой версии, придется вас разочаровать, поскольку факты и исследования говорят об обратном. Камень, из которого сделаны фигуры, на самом деле имеет местное происхождение. Источником материалов была не другая планета, а потухший вулкан, расположенный на северо-востоке острова, что лишь подчеркивает связь народа с окружающей средой. Ученые долго бились над загадкой людей Рапа-Нуи, не собираясь отступать от своих исследований и пытаясь найти правду, несмотря ни на что говорит о стойкости человеческого духа. В 80-е годы прошлого века некоторые из них решили воссоздать статую Муаи и проверить возможность ее перемещения. Для этого они использовали лишь те инструменты, которые могли быть доступны аборигенам, пытаясь повторить процесс создания и перемещения древних статуй в условиях, приближенных к оригинальным. Поначалу задача казалась невыполнимой и очень сложной, но вскоре амбициозному американскому археологу удалось передвинуть 10-тонную копию, что стало настоящим успехом в исследованиях, вселив надежду на понимание древней культуры. Несколько десятилетий спустя другая группа ученых из США доказала, что островитяне могли обвязывать веревки вокруг статуи и передвигать их в стоячем положении, используя простые, но эффективные методы для транспортировки. При этом изваяния как бы шли своим ходом, что создает иллюзию магического перемещения статуй, что очень хорошо объясняет, почему в легендах Рапа-Нуи статуи ходят с помощью магии. Мы выяснили, как фигуры добирались до своих назначенных мест. Это открытие дало новый взгляд на историю острова и его уникальное культурное наследие. А что же с другим вопросом? Как небольшая горстка жителей могла создать такие великолепные и многочисленные памятники, окутанные мистикой и тайной? Научные исследования также вскрыли тайны плантации и сельского хозяйства, которые процветали на Рапа-Нуи в прошлом, демонстрируя мудрость и трудолюбие древнего народа. Также недавно исследовали, сколько человек жило на Рапа-Нуи в период расцвета местной цивилизации. Результаты стали огромной неожиданностью, поскольку они показали, что целых 17,5 тысяч человек могли комфортно жить на острове, что ставит под сомнение многие предвзятые мнения о его обитателях и их возможностях. Как минимум 19% земель могли возделывать сладкий картофель, который стал основной пищей для островного населения и важным источником питательных веществ для многих поколений. К тому же аборигены потребляли довольно много рыбы и морепродуктов, что также подтверждает теорию о праведном использовании ресурсов и умении адаптироваться к окружающей среде. Итак, зная эти цифры, можно с уверенностью сказать, что с рабочей силой и ресурсами у них не было никаких проблем. Но что случилось с этими людьми потом? Куда они исчезли? Сначала думали, что причиной такого сокращения населения был экозид, как результат неправильного обращения с природой и ресурсов. Туземцы вырубали леса и пальмовые рощи, чтобы сажать больше картофеля и расширять свои сельскохозяйственные угодья, а также для того, чтобы упростить доставку статуй. Они считали, что деревья быстро вырастут вновь. Но это было ошибкой, которая могла стоить им дорогой жизни и культуры. Коллапс окружающей среды вызвал голод и нехватку ресурсов, что в свою очередь привело к войнам, расколотым сообществам и даже каннибализму. Однако в последнее время эта теория была признана неверной и подвергнута сомнению учеными и исследователями. Во-первых, все указывает на то, что жители Рапа-Нуи были талантливыми и мудрыми земледельцами, которые знали, как использовать свои ресурсы без ущерба для окружающей среды и лесного ландшафта.
Они намеренно удобряли свои поля вулканической породой, что способствовало увеличению урожая и плодородия, что демонстрирует уровень их сельскохозяйственных знаний. Кроме того, еще одно исследование показало, что люди жили на острове на протяжении многих веков, и их население начало уменьшаться только с появлением европейцев, что совпадает с началом масштабных изменений на острове. Таким образом, здесь можно представить более реальное, но также трагичное объяснение. В течение XIX века Рапа-Нуи привлек внимание работорговцев, которые искали возможности эксплуатации местных жителей, что стало причиной дальнейшего упадка и разрушения местной культуры, оставившей след в истории. Половина аборигенов была похищена и угнана с острова, что нанесло огромный ущерб не только численности людей, но и культурному наследию народа, унесшим в небытие множество историй и знаний. Более того, европейцы принесли с собой новые болезни, которые оказались смертельными для местных жителей, не имевших иммунитета к ним. Все это вызвало роковой упадок цивилизации, давшей миру такое чудо, как тайна острова Пасхи. Вам приходилось слышать об этих фактах раньше? Мы ждем ваших мнений и теорий в комментариях, ведь каждое ваше мнение имеет значение для понимания этого сложного и загадочного вопроса, оставившего после себя множество вопросов и открытий.